Друзья, здравствуйте, я вам рада. Надеюсь, и вы мне тоже. У меня гадание для Скорпиона на май 2022 года. Май будет для каждого своим, но есть нечто, что нас объединяет, делает нас друзьями по несчастью. Дело в том, что в мае такой странный, противоречивый астрологический фон мы наблюдаем. Это и ретроградный Меркурий, его явление очередное с 10 мая. Ретроградный Меркурий разворачивает нас немножко назад, препятствует новым делам, не советует тратить большие деньги, вернее, делает эти траты часто совершенно напрасными, неоправданными. Ну и вообще, время под ретро-меркурием, вот оно такое. Это когда происходят странные, неожиданные вещи. А ожидаемое или долгожданное, наоборот, не случается. Причем даже то, в чем вы были уверены, то, что как бы с гарантией должно было прийти в вашу жизнь. Это ретро-меркурий, и есть еще, наверное, может быть, это меньшее зло по сравнению с тем, что 16 мая будет лунное затмение, и вот до него все первые 16 дней мая это тоже время некой перезагрузки Вселенной. И, в общем, все то же самое. Рушатся планы, отменяются поездки, все оказывается на поверку не таким, как вы это видели, как вы это предполагали прежде. Это время удивляться, расстраиваться, это время... А на самом деле, конечно, это время учиться. То есть вот такие вот переломные астрологические моменты заставляют нас быть внимательными, слушать свою интуицию и пересматривать какие-то базовые жизненные институты и принципы. Мы редко к этому готовы, потому что мы в нарушении планов своих видим только нарушение планов и только проклинаем небо и говорим: ну что такое, я же все правильно сделал или сделала, а почему все так получилось, знаете, и поэтому все так произошло. А на самом деле, конечно, надо делать какие-то выводы, нужно, может быть, подключаться к каким-то иным мировоззренческим, что ли, массам. Вот для этого и время затмений, для этого и ретроградный Меркурий, он немножко помельче, но в целом миссия его такая. Поэтому я рекомендую Скорпионам тоже всем. Кстати, нынешнее затмение, солнечное 30 апреля и лунное 16 мая, как раз происходит на оси Телец-Скорпион. Поэтому Скорпионов это как бы особенно касается. Когда я записываю это видео, время под затмениями уже идет. И вы можете сказать, что да, это уже произошло, меня уже это коснулось. Я уже вижу, что как-то меняется жизнь и заставляет, пугает или заставляет как минимум сильно удивиться. Но теперь карты. Вот такую благородную колоду я выбрала для Скорпиона. Карты эти называются «Золотое Таро». Очень лаконичные, очень сдержанные. Здесь вот на младших арканах, по нумерованных картах изображены только, собственно, атрибуты масти. Карты, которые не дадут запутаться. Они очень... чем лаконичнее изображение на картах в колоде, тем лаконичнее и понятнее ответы карт. Всегда. Или почти всегда. 3 карты. Первые я достаю Скорпионам на всякие взрослые скучные социальные дела. Это работа, давайте так назовем, это ваша работа. Хорошая она или плохая, любимая или нет, но что с ней будет в это время? Подумайте о своем. 1, 2, 3. Категория работа. Скорпионам достается 10 кубков. Счастливая. Карта жрица, думающая, и 4 мечей. Это неплохой набор, достаточно спокойный, по крайней мере, явных ссор и разрушений я здесь не вижу. 10 кубков. Она называется буквально изобилие.
ожидайте какого-то изобилия у вас на работе. Ну, первое, что приходит в голову, это денежное изобилие, да, что это хорошие прибыли, хорошие заработки, да, возможно, но не обязательно. Дело в том, что кубки масти эмоционально и чувственно, и десятка кубков часто описывает тоже хорошие вещи, но такие очень нематериальные, она коллективная. Это возможность, например, влиться в новый коллектив или приобрести новый коллектив, или приобрести поддержку каких-то людей в профессиональной бизнес-сфере. Может быть, это пока не окупается карьерой и деньгами, но эта карта называется так: «Найти своих». Может быть, вы с кем-то помиритесь, может быть, на вас заметят, обратят на вас внимание люди в будущем нужные, а пока только приятные какие-то для вас. Совет десятка кубков вам дает какой: будьте спокойны, доброжелательны, больше общайтесь с людьми, помогайте кому-то, обращайтесь за помощью. То есть это время такой коллективной жизни, это время, когда, может быть, ваш рабочий коллектив даже станет для вас как семья. Знаете, по поводу, возможно, общие какие-то невзгоды для компании вас как-то объединят и сделают ближе. А иногда, наоборот, хорошие времена, какие-то общие хорошие прибыли, общие достижения точно так же людей сближают. Поэтому вот так вот будьте проще, люди к вам потянутся, окружайте себя людьми. То есть это время таких коллективных радостей. Карта жрица здесь есть. Карта жрица может обозначать конкретную женскую энергию или женский портрет, конкретную женщину. А это значит, что на работе или в учебе, кстати, вот для учащихся у нас тоже этот сегмент гадания, вам предстоит встретить в мае очень хорошую женщину, мудрую, долгожданную учительницу. Это может быть педагог в буквальном смысле в школе или в вузе для вас. Эта женщина выступает духовным наставником. На новой работе это может быть действительно ваш наставник, скорее наставница, которая обучает вас вот этому непростому новому делу, какому-то новому ремеслу и передает вам вот эти вот новые знания. Это очень хорошо, особенно, наверное, для молодых людей. Появление жрицы — это всегда долгожданный такой момент. В молодости хочется, чтобы кто-то появился рядом мудрый, добрый, знающий, поддержал, рассказал, что к чему. Вот на работе у вас будет какая-то такая женщина, какая-то такая персона. А если мы отвлечемся от фигурного такого, персонифицированного значения карты, то карта жрица обещает тайну и ожидание. Видите, коллектив и тайна. Общая тайна для многих людей. Заговор. Звучит как заговор, правда? Но здесь ничего страшного, плохого нет, поэтому, может быть, это заговор такой добрый. Может быть, вы на работе, в офисе, в компании организуете какое-то социалистическое соревнование, чтобы обогнать конкурентов и победить кризис, который везде назревает у нас. Карта жрица еще и говорит о том, что вам придется много думать. Она очень статична, она не советует принимать поспешных решений, уж тем более непоправимых, необратимых, вроде как уволиться или поссориться с кем-то, или бизнес закрыть. Ни в коем случае. Жрица советует вам о всех спорных вопросах занимать такую философскую, думающую позицию, прощать время, прощать себя, прощать людей, прощать обстоятельства, стараться как-то оправдывать происходящее. То есть вы должны быть очень должны быть богаты, щедры душой, должны уметь очень-очень по-взрослому и осознанно видеть происходящее. Да, ничего не торопите, никуда не торопитесь. Ваше от вас, как известно, никуда не денется. И вот еще про остановки и про задержки. Видите, у нас появляется печально известная многим четверка мечей. Это действительно карта «Забор». Она описывает историю, в которой что-то задерживается, а вы оказываетесь на дистанции от собственных дел, от каких-то свершений, от собственных желаний.
мечтаний и так далее. Карта в буквальном смысле обещает остановку производственных процессов, если мы говорим о работе. То есть, ну вот какой-то проект не идет, а может быть целиком работа не идет, может завод ваш остановился временно. И четверка мечей тоже советует не торопить события ни в коем случае, не рвать на себе волосы, очень спокойно. Вынужденный отпуск без содержания, знаете, эта карта обозначает, или больничный даже, но такой недолгий, вынужденный отдых. Может быть, вы сами никак не хотели отдыхать, а тут Вселенная решила, что вам пора, и поэтому вот вы отдыхаете. То есть время вынужденного, простое, не страшное, необходимое на работе, может быть, но с поддержкой коллектива, с благословения. Это отпуск с благословения начальства. И теперь деньги непосредственно. Конечно, если мы не увидели денежных карт среди тех, что про работу, значит, пусть отдельно нам колода расскажет, как у скорпионов сложатся денежные дела в мае. Май, ну вот с точки зрения Таро-календаря, да, все знаете Таро-календарь. Надеюсь, смотрите на моем канале, есть соответствующий плейлист, он называется «Календарь Таро». Там про каждое время, про каждую декаду года с точки зрения теории Таро рассказано. Май, то есть скорее первые его 2 декады, это время денежное. Май – это месяц, когда уместно думать о деньгах. Ну, то есть это как-то оправданно думать о деньгах. Итак, Скорпион и деньги. Загадайте свое денежное желание. О, сразу денежная карта. Не лучшая, но денежная. 2, еще одна денежная. Видите, попросили. Просить, и дано вам будет. Не зря же сказано, правда? Замечаете? 3. Ну что ж, отлично. 4 пентаклей вам тут выпадает. Жадная, стяжающая. 7 пентаклей, ждущая. И паж кубков. Новости. 4 пентаклей. Это прямо вот денежная карта. Во многих колодах на этой карте здесь изображают человека, который вцепился в сундучок с золотом, с драгоценностями, в свои деньги. 4 пентаклей очень действительно денежная. Она говорит о хороших доходах, прибылях, и она описывает прям буквально какую-то вот денежную сумму, нечто материальное, дорогое, что оказывается у вас в руках. И здесь, конечно, диапазон широкий, то есть это, конечно, и зарплата хорошая, выплаченная, это и прибыли от бизнеса, это и, может быть, прибыли от ваших прошлых каких-то вложений, дивиденды в любом виде. То есть деньги, 4 пентаклей говорит, у Скорпиона в руках вот так окажутся деньги. Это могут быть, в конце концов, и подаренные деньги, это могут быть и чужие вложения, какие-то инвестиции в ваш бизнес или просто в вашу роскошную жизнь. Но у вас будут прям деньги. Вот вы их почувствуете, вот это вот тепло, как вы держите их в руках. Сейчас никто не держит деньги в руках, они только в виде цифр в онлайн-банке, но все равно время от времени можно себе это воображать. Карта это дает положительный ответ на такие вопросы, как а заплатят ли мне там, за что-то, например, деньги, по какой-то сделке получу я или нет, а будет ли мне это выгодно и так далее, выплатят ли мне премию, достигну ли я хороших прибыли, каких-то хороших показателей в своем бизнесе. То есть на все денежные вот такие, ну, очень простые вопросы. Здесь надо понимать, что 4 пентаклей хорошая карта, но она очень просто устроена. То есть она ни в коем случае не обещает успех каких-то, вы знаете, таких вот хитрых, замысловатых, лабиринтообразных денежных манипуляциях. То есть это вот деньги, которые могут просто к вам прийти. Это предсказуемый достаточно финансовый успех.
Однако рядом семерка пентаклей говорит, что и этими деньгами, и этим финансовым счастьем скорпионы все-таки окажутся недовольны. То есть вы скажете, что могло бы быть и больше. Вы скажете, получив приличную премию, что-то маловато будет, я хочу больше. Ну, и, наверное, это вас как-то возбудит и простимулирует работать и искать выгод дальше. Семерка пентаклей выпадает часто как совет: продолжайте. Ну, то есть вот вы заработали, вы получили эти деньги или добились там помощи какой-то, чужих вложений. Обязательно вот это начатое надо продолжать, даже если вам кажется, что вы получили мало. Семерка пентаклей – это карта досады. Она именно так описывает досаду, но такую, которую надо преодолеть. Вы, например, если разочарованы прибылями, которые есть, но вы разочарованы, вам обязательно нужно это все равно продолжать. Семерка пентаклей призывает тоже к философской позиции и к определенному терпению или даже оптимизму. Если вам кажется, что сейчас маловато, то копайте, Шура, пилите, копайте. И тоже накопаете. Дальше есть здесь паж кубков. Карта считается более подходящей для любовных предсказаний, потому что это посланник истинной любви. Но, знаете, в конце концов, нашу безответную любовь к деньгам ведь тоже никто не отменял. Это хорошие новости о деньгах. Паж кубков может описывать человека достаточно молодого и по виду не очень, может быть, надежного, не внушающего доверия, но он вот как тот голубь мира, знаете, прилетает и приносит какую-то хорошую новость о прибылях, премиях, о заработках, выгодах каких-то и для вас. Вообще в любом случае карта обещает сообщение, звонок, письмо, такое, знаете, доброжелательное. Кто-то соглашается вам помочь. В конце концов, это может быть и даже кредитная организация, решение кредитной организации о выдаче вам какого-то кредита на бизнес или на покупку жилья. Поэтому очень-очень такие хорошие, может быть, не самые значительные, но и при этом спокойные и гарантированные новости вас ждут о деньгах. Такая денежная жизнь уверенная у Скорпиона, но ни к чему не придерешься. Теперь любовь. Стоит ли вам напоминать, что май, точно самый романтичный из всех месяцев года, потому что в мае это время каблуков. Май – это первый месяц, когда вот в средней полосе России появляются каблуки, появляется возможность ходить на каблуках. И это, конечно, время, когда все цветет. Вот передо мной сейчас открывается панорама цветущего сада. Невозможно не влюбиться, невозможно не помолодеть душой. И невозможно отказать себе, что ли, вот в этом романтическом каком-то, да хотя бы в желании нарядиться, если не сходить на свидание, то хотя бы в желании нарядиться и повыглядеть хотя бы хорошо после долгой безобразной зимы. Настроила я вас на любовный романтический лад? Подумайте. Про любовь Скорпионам расскажут уж 3 карты. 1, 2, 3. И вам достается здесь внезапно счастливая 8 жезлов. Очень благополучная, спокойная 9 пентаклей. И карта старых печалей, 3 мечей. И тут прогноз, конечно, для всех, даже не скажешь, хороший или умеренный, неплохой точно для всех. Если вы ждете больших перемен и потрясений в личной жизни, вообще я думаю, что Скорпионы, как жители 8-го дома зодиака,
жаждут, ну, истинные скорпионы, которых судьба не подрихтовала, не поправила сильно, жаждут вот именно такой драматургии, выраженной в жизни. Вот. Драматургии нет. Карты крупных событий, как раз и любовных историй, ну, по крайней мере, необычных, космических, не обещают. А семерка жезлов, во-первых, говорит, что вам в любви просто повезет. И да, ее считают картой новых знакомств, потому что именно на восьмерке вот эти самые жезлы очень ассоциируются со стрелами. Это восьмерка жезлов, это как колчан со стрелами, и каждая стрела – это какая-то удача. Удача в чем-то, которая вот к вам летит, куда-то там попадает. Как, помните, Иван, дурак, стрелял и попал куда-то на болото, а в итоге эта вся история обернулась для него колоссальным счастьем. То есть ему очень-очень повезло. А так вот, эта восьмерка жезлов с ним так сработала, с тем самым Иваном и его луком. Но если мы видим колчан со стрелами, значит, это и стрелы Купидона, да? Того самого ангела, который направо и налево стреляет и заставляет людей влюбляться. Одиноким людям восьмерка жезлов, безусловно, обещает новое внезапное знакомство и возможность быстро и удивительно понятно, знаете, так очевидно, резко влюбиться. Надеюсь, что эта любовь, эта влюбленность будет у вас взаимной. Хотя не обязательно. Вот как раз про это восьмерка жезлов ничего не говорит. То есть можно рассчитывать на большое везение. Везение ведь не только в новом знакомстве. Да? Везение, например, повезет тем, кто помирится, может быть, даже здесь больше везения. Повезет тем, кто окажется снова после долгой разлуки с любимым человеком. Повезет в чем угодно. Повезет продолжить, в конце концов, любовную историю, которая только что недавно трещала по швам. Карта советует вам настроиться вот именно на везение. Ловите удачу каждый день, если вы, конечно, заинтересованы в романтике, в любви. Девятка пентаклей говорит о том, что вот это, пришедшее к вам вследствие случайного везения, пришедшее даже незаслуженно, как-то резко, вы сможете сохранить, оно останется с вами надолго. Я считаю, что это очень-очень хорошо, потому что везение мы, может быть, каждый день переживаем в чем-то, но только оно на завтра куда-то улетучивается. Я знаю, о чем я говорю. Уверена, что вы тоже знаете, о чем я говорю. Да? Стоит только подумать, что ты поймал за хвост птицу счастья, что где-то тебя пронесло, что-то с тобой такое вот счастливое, ты ощущаешь себя прям состоявшимся человеком, как на завтра судьба. Раз, тебя по носику щелкает и говорит, нет, все это пролетает. А вот здесь, видите, какой-то другой сценарий. Новое знакомство, например, которое обрастает очень быстро обязательствами, оказывается для вас всерьез и надолго. То есть эта карта, вот девятка пентаклей, она такая очень тяжеловесная, хорошая, очень инертная. Она говорит, что хороший результат в любви удастся быстро закрепить. Но тройка мечей спешит к вам как совет, как по сути вот все мелкие мечи, это противные такие дурные карты, но они красноречиво советуют. И тройка мечей советует что? Оставлять старые печали. Весь тот космический мусор, все, что омрачает любовную историю, все, что омрачает вам жизнь, все, что не дает вам наслаждаться вот этим вот счастьем, это тема, которая себя изжила. Тройка мечей говорит, что вот вам везет, и у вас завязываются или продолжаются очень продуктивные, знаете, такие конструктивные отношения личные. А вы продолжаете по привычке обижаться, поминать старое, ревновать, манипулировать, обижаться, ну и так далее. Вот именно тройка мечей советует
Карта называется «Старые печали». Что значит старые? Изжившие себя. То есть вы грустите о том, о чем грустить надо было в позапрошлом годе или позавчера. Не тащите с собой в будущее, особенно если это действительно новые отношения, не тащите с собой свой прежний негативный любовный опыт, который к определенному возрасту все наживают, и который вот как балласт, как мешки с песком висят и не дают с легким сердцем и наивно раскрытыми глазами вступать в новый роман, и все. Тройка мечей может здесь описывать и совершенно ненужные, тоже несвоевременные, совершенно пустые претензии к любимому человеку, который вдруг почему-то оказывается недостаточно хорошим или недостаточно внимательным. В общем, судьба на вашей стороне, готова вас в любви осчастливить как угодно, а вы продолжаете грустить и жаловаться по инерции. И теперь семейные дела, ваш дом, недвижимость, место, где вы живете, и родственники. Раз. Отношения с родственниками. Два. Три. Крупная карта пошла. А вы знаете, что это значит? Это значит, что вот эти семейные домашние дела окажутся для скорпионов важными и, может быть, более важными, чем все предыдущее, о чем мы говорили, чем деньги, чем даже любовь и чем даже работа. Категория семья вам достается король жезлов, карта суд и карта умеренность. Очень-очень хорошие. Крупное событие дома, неожиданное и долгожданное одновременно. Король жезлов здесь описывает мужчину у вас дома или мужчину, причастного к вашим домашним делам или к вашей недвижимости, к вашим стенам, к вашим дорогам, переездам, ремонтам, кстати, тоже ремонт – это почти переезд. Вот. Какой-то деятельный мужчина оказывается у вас дома. Кто он? Друг семьи, ваш муж, новый знакомый, который вдруг дома у вас оказался и сказал: так, паркет давно не циклеванный у тебя, давай-ка я займусь. То есть это какой-то деятельный человек. Этим деятельным человеком, что интересно, у нас такое общее гадание, можете оказаться и вы. И король жезлов здесь обещает радостное продолжение прежде отложенного какого-то семейного дела. Прежде вы не хотели куда-то ехать всей семьей, например. А теперь вдруг появилось и желание, и деньги, вы вернулись к своим прежним планам. То есть король жезлов здесь описывает нечто возрожденное. Причем идея все продолжать приходит внезапно совершенно. Потому что, глаз небесной трубы раздается над вами, и вас как будто бы время, Вселенная приглашает. Новость, срочная какая-то телеграмма, срочные возможности. В конце концов, это могут быть те же деньги. Карты могут описывать вам тот же самый отложенный прежде ремонт, потому что не было денег, вы говорили, когда еще я ванну поменяю или что-то. А здесь сваливаются деньги, мы видели, что вы их потрогаете, и вы с вдохновением за эти дела беретесь. Карта умеренность очень-очень-очень хорошая, особенно для этих родственных домашних дел, потому что она описывает, такие благополучные. А мы дома все-таки не хотим страстей, да? Дома мы хотим покоя, состоятельности и благополучия. И умеренность говорит, что дома все будет хорошо или станет хорошо после беспокойных времен. То есть на смену вашим каким-то беспокойным временам, когда был дефицит, когда были ссоры, непонимание, невозможность что-то поменять дома или сам дом, вдруг оказывается, что есть движение, есть шансы куда-то двигаться. И здесь тоже, конечно, выбор-то большой.
Все зависит от ваших потребностей. Для кого-то это буквально ремонт на кухне, а для кого-то это переезд и дальний куда-то, буквально на другой континент. Переезд всей семьей. А в целом же карта умеренность еще и описывает такой путь, который вы вступаете. Вот на этом своем семейном поприще карты могут описывать буквально и неожиданное образование семьи. Образование не в смысле учиться, хотя это тоже неплохо, мне кажется, это очень объединяет тоже. А образование, создание семьи, слияние домов, бюджетов, интересов. Ну а я, друзья Скорпиона, конечно, желаю вам чудесного мая, здоровья и денег побольше. Увидимся!